Привет, друзья! Вы на канале Каревы «Жизнь на Кипре». Многие наши подписчики заметили, что мы не выставляли уже некоторое время видео, потому что наш папа заболел, и нам было не до этого. Не хотели отвлекаться, все силы и энергии были направлены на выздоровление. В сегодняшнем видео мы прогуляемся по Алсанжаку, и также я хочу затронуть тему медицины, я вам расскажу, с чем мы столкнулись, и дам очень хорошие советы. Также расскажу про последние новости на Кипре, общие, а также в нашей семье. Смотрите, у нас зима, но сегодня очень ясная погода, хорошая. Голубое небо, солнышко. Мы решили прогуляться и снять для вас небольшой такой контент. Hello. Тут у нас в Алсанжаке есть отель Riverside, и там сейчас поселились студенты с Никосии, афроафриканцы. Очень такие приятные ребята, я тут уже всех знаю, мы здороваемся. Я так с ними познакомилась, в общем. Хочу, я буду гулять, вам показывать, как у нас здесь сейчас все цветет. Ну, еще только начинает цвести. Самая красота будет ближе к марту. Ну, сейчас все так благоухает в зелени. Просто, чтобы вы видели, в каком районе мы живем. И посмотрели, как сейчас на Кипре красиво. Ну, на Кипре всегда красиво, на самом деле. Начну с нашей болезни, с Андрея болезни. 6 дней была температура 38. И 38, 38,5. Стабильно держалась, практически не сбивалась. Так, сейчас у нас проедет тракторист. Не сбивалась. Вот мы, видите, собираем листики. Вообще мы сейчас собираемся идти в апельсиновый сад, рвать апельсины. Вам по секрету скажу. Ничейные, бездомные. Я их называю бездомные апельсины. Вот, смотрите. В общем, ничем не сбивалась температура. И тест был отрицательный. Злата ходила в школу, сдавала тест. Они тоже были негативные. И, в общем, мы не знали, что думать, потому что никаких симптомов, просто температура и все. Когда на 6-й день уже не сбивалась температура, Андрей обратился в частную клинику, где провели ему, сделали анализы, 4 анализа, то есть там тест на антитела, еще раз тест на коронавирус, кровь. Общий анализ крови с этими С-реактивными белками. В общем, и сделали рентген. И показала небольшую бактериальную инфекцию, которая не должна давать такую температуру. То есть мы можем догадываться только о том, что, возможно, это был коронавирус. Хотя антитела не показали, нет антител. Возможно, они выработаются. В общем, не знаю, но мы провели неделю на домашнем таком режиме, в борьбе с какой-то неизвестной, непонятной болезнью. Очень ломилось тело, все. В общем, картина была не очень приятная. Хотя молодой парень, 37 лет, хоккеист, бывший, можно сказать, там здоровый образ жизни и прочее. Он утром пробежал кросс, а после обеда поднялась температура. Поэтому берегите себя. И, может быть, кто-то думает, что здоровые люди не болеют. Это неправда, особенно этот заразный коронавирус, который сейчас, этот омикрон, он, по-моему, всех. Доктор Комаровский сказал, побудет в носоглотке у каждого. Вот. За обращение в больницу, где Андрею ставили 4 дня, он ездил, делал капельницы с уколами, антибиотики и прочее, мы заплатили $70. Это и осмотр, и рентген, и анализы, в общем, это все. Что я могу сказать? Недорого, лечение недорогое, лекарств в аптеке предостаточно, все есть. Схемы странные. У Андрея сестра в Москве работает
врачом, и она работала в ковидном центре, сейчас просто в больнице. И, конечно, ну, немного странные схемы. Она тоже так удивилась. Рентген показывала главному пульмонологу в больнице, сказал, чистые легкие, все хорошо. Здесь врач сказал, что пневмония. Анализы не как у пневмонии. В общем, по медицине скажу, обследовать могут. Есть вся аппаратура, оборудование. Но вопрос к самим врачам у меня остался открыт. По финансовым моментам недорого, но я вам рекомендую перед тем, как приехать на Северный Кипр, сделайте страховку себе на год. На определенную сумму, там на 50 тысяч евро страхуют людей. Это стоит до 50 евро на взрослого человека. Вот я сделала на детей, на двоих, на годовые страховки, когда была в Беларуси. И наше любое обращение там, с анализами, с лекарствами, я сделала самую максимальную страховку, оно должно покрываться. И мы обращались, и оно покрывалось. И такая страховка на год на ребенка мне стоила 20 евро. Для взрослого в 2 раза дороже, то есть 40 евро. Ну, 40-50 евро стоит страховка, поэтому моя вам рекомендация: сделайте себе годовые страховки. Потому что здесь в государственные клиники, как у нас принято, вы навряд ли обратитесь, потому что там бешеные очереди, сейчас и бастуют врачи, это бесполезно туда идти. А в частные клиники, чтобы просто послушали или сдать анализ крови, вы знаете, это постоянно платить, это зачем? Если можно сделать страховку, и вас также направят в частную клинику. Нам, кстати, мы обращались по страховке Богдана, нужно было его посмотреть, и нас направили в эту же клинику, где Андрей сейчас делал все платно, куда он сам поехал и делал платно. То есть нас по страховке в такую же частную направили, только мы ни копейки тогда не заплатили. Вот поэтому вам главная важная рекомендация. Мы сейчас гуляем по Санжаку, я тут вас веду такими тропами. Здесь особо не ездят машины. Вы должны видеть все. Все закоулочки. Мы любим везде по закоулочкам походить. Далее, это вот что касается медицины. То есть вас обследуют, полечат. В принципе, это такой, знаете, необитаемый остров, и здесь все есть. Есть вопросы к самим врачам. Еще такой был момент такой неприятный. Андрею делали капельницу по-моему, на 3-й день. Там сразу 2 антибиотика в этой капельницу заправляли. В итоге он потом 15 минут бегал, искал врача, она про него забыла. Потом, как оказалось, она только один антибиотик туда, ампулу заправила, капельницу, а не 2, тоже забыла. В общем, есть определенные моменты, которые здесь нужно, всегда нужно следить. Они есть везде, конечно же, я не хочу придираться, но я вам просто говорю вот как есть. Все остальное, все нормально. Вот. Смотрите, куда мы пришли. В апельсиновый сад. Смотрите, какие красивые апельсины. Этот сад находится недалеко от нашего дома. Я люблю сюда прийти, пофотографироваться. Такие вкусные апельсины. Уже все собраны, уже сезон закончился апельсин. Остались еще деревья с лимонами немножко. Были очень тут классные мандарины. Так, идешь на прогулочку, зашел в апельсиновый сад. Даже глаз рад. Здесь такой аромат. Вот даже сейчас я чувствую запах апельсина. Не коронавирус. Кстати, у Андрея не пропадало обоняние при его заболевании неизвестном. Мы так и не поняли, чем он болел. Вот, рассказала вам вкратце про медицину. И хочу еще рассказать про то, что наша Злата поменяла школу. Перешла из частной турецкой школы в частную британскую школу. Мы ее перевели в Никат Бритиш колледж.
Эта школа находится возле нас, в Алсанжаке. Также открыли в Никосии еще одну большую, очень классную такую же школу. И если кто-то живет в Алсанжаке, то он может спокойно учиться в школе в Алсанжаке. Если кому-то ближе с Никосии ездить, то можно ездить в Никосию. Мы выбрали Алсанжак, и в старших классах, и в 10, и 11, и 12 также можно учиться в Алсанжаке. Просто некоторым говорят неправильную информацию о том, что обязательно старшие классы будут учиться в Никосии. Это неправда. Мы остались довольны. Очень приветливая школа, персонал, дружелюбные дети и преподаватели. Очень многие дети с других школ приходят в ДО, довольны. По системе образования у них тоже, как кембриджская, немножко другая, отличается от Никат Бритиш колледж. Она дешевле ДО была в 2 раза. То есть мы перешли. Первая причина в том, что далековато, все-таки ребенок уставал ездить. И вторая причина – это то, что несколько предметов были на турецком языке все-таки в 7 классе. Мы не хотели, чтобы было так много предметов на турецком. Она не знает турецкий, ей было неинтересно, она читала русскую литературу. И я считаю, что не совсем правильно. Вот. Так, вот я вышла с апельсинового сада. И дальше пойду погуляю по Алсанжаку. Мои уже куда-то ушли. Немножко мы разминулись. Мне нужно сходить в магазин. У нас есть хороший тут магазин. Большой, с хорошим выбором. И Лили. И очень вкусным кофе. Вот туда я схожу сейчас и попью кофе. Конечно, для ребенка менять школу не очень хорошо. Она только привыкла к коллективу, только привыкла к самим преподавателям. Но, кстати, хочу заметить, что это была ее инициатива изначально. Поэтому вот так, смотрите, книжечки. На остановке можно взять книжку, почитать и подождать транспорт. Так я шучу, говорю, что так можно читать, не перечитать. Здесь транспорт практически вот на этой остановке не останавливается никакой. Одна маршрутка в час. Все маршрутки идут по главной дороге, а отсюда 5 минут туда вперед надо пройти. Интересно. В общем, это наш райончик. Алсанжак. Так, у нас здесь есть аптека, салон, маникюр. Вот, кстати, тут что-то ремонтируют, тоже откроют какое-то заведение. Мы сейчас быстренько зайдем в аптеку, и я вам покажу, какой ассортимент вообще вот в первой попавшейся аптеке, какой ассортимент товаров, чтобы вы видели, что здесь есть. Здесь всего чего. В такой маленькой аптеке помещается столько всего. Я вот всегда поражаюсь. В общем, много всего здесь есть. Ой. И мы уйдем, чтобы не мешаться. Ой, выходишь на улицу, и погода солнечная. И вот последнюю тему, которую я хотела затронуть, это тема погоды. Сейчас на Кипре зима.
И вы знаете, никогда не было так холодно. Говорят, что за последние, наверное, лет 20 это самая холодная зима. 20 января температура воздуха 8 градусов, а ночью доходит до нуля -2. Вчера на Карпазе был снег, выпал. На солнышке, вот я гуляю сейчас, у меня расстегнута куртка, у меня мокрая спина уже, мне жарко. Но в тенечке холодно, ледяной ветер. Я вам скажу, что не очень ощущение. Вечером очень холодно, в домах очень холодно, у нас не выключается кондиционер. За декабрь месяц мы оплатили 600 лир, это чуть меньше $50, но мы редко включали. Декабрь был очень теплый, но в январе не выключаются. И интересно, сколько мы оплатим за электричество, неизвестно. Мы направляемся в сторону моего любимого магазина. Он здесь буквально в 10 минутах ходьбы. Там вкусный кофе, там хороший ассортимент продуктов, очень богатый. Вот. Вернемся к теме погоды. Через день пасмурно. Сегодня очень ясно. И, конечно, когда погода солнечная, то очень приятно, хорошее настроение. Вчера было сыро, дождь, пасмурно. Позавчера было облачно, позавчера было очень пасмурно, завтра неизвестно. Ну, в общем, целый месяц до середины февраля будет погода нестабильная и холодно. Ну, потом уже после 15 февраля я посмотрела уже прогноз, там 16-18 солнечно, ночью 12-14. Поэтому нам еще надо месяц пожить, пережить вот эту сырость и холод. Дома жарко, ну, под открытым, дома под включенным кондиционером нормально. На улице холодно, стены тонкие, плиты, из которых строили дом, тонкие, поэтому собирается конденсат. Эти, получается, плиты, они промерзают. Собирается конденсат и образуется в квартирах плесень. И она именно изнутри. Ее надо вовремя убрать, вытереть, проветрить, и больше ее не будет. Но она образуется, и образуется даже в новых домах, что не есть хорошо. Это из-за отсутствия отопления. Если нежилая квартира полностью закрыта, и она не отапливается изнутри, то будет в квартире холодно, снаружи холодно, и все нормально. Если дом сухой, не попадает солнце, там немножко прогревается, где-то подсушивается, то есть не должно быть никаких проблем. Но если ничего не протекает, если как бы он сухой, в общем, ни крыша там ничего не протекает. Но если дом отапливается, то вот этот перепад температуры, он провоцирует образование плесени, образование конденсата. Поэтому надо постоянно все проветривать. Вот я шла и пришла в свой любимый магазин. Он называется Илили. Тут есть замечательная кафешка, куда я, собственно, направляюсь, попью кофе. Так, у нас сегодня здесь можно пообедать за 44 лиры. Курс 13,5, посчитайте. Вот. Полноценный обед. Прям повар при вас приготовит вам обед. Они хорошо относятся к тому, что их снимают. Вот. И также здесь есть такое заведение кафетерий. Тут очень вкусные завтраки, недорогие.
Вот десертики вкусные. А вот, собственно, цены. Заклеены некоторые цены. Вот, завтраки. Ну что, друзья, мы погуляли по Алсанжаку, зашли в кафешку. Сейчас я попью кофе и буду с вами прощаться. Если вам нравится видео в таком формате, где я буду рассказывать новости, где я буду вам показывать Северный Кипр, мы будем гулять по улочкам, то ставьте лайки и пишите в комментариях ваши вот отзывы, пожелания, и мы обязательно все учтем. Также в последнем моменте хотела сказать, что если вас волнует вопрос переезда на Северный Кипр, или просто вы хотите приобрести дачу у моря, или просто вы хотите приехать познакомиться с этим островом, то вы, пожалуйста, нам пишите, не стесняйтесь, мы все для вас организуем. Наши контакты внизу под видео. Ребят, подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки и пишите, какие темы для вас будут максимально интересные. Все, до новых встреч, встречаемся на Кипре.